Каждый раз, когда я делаю обзор на очередные умные часы от Lenovo, меня постоянно преследует мысль, что покупаю эти умные часы только я. Ну ладно гибриды, их можно встретить довольно часто на улицах города. Но вот умные часы, которые просто имеют форму часов, встретишь редко. А так, довольно милые, качественные фитнес-трекеры в форме часов с надписью Watch. Хотя эти квадратные штуковины мне чем-то даже понравились. Tube 358, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, максимально кратко и быстро и емко я расскажу вам об очередном творении Lenovo умных часах под кодовым названием E1. И кто не подписан, подписываемся, среди подписчиков раз в 2 недели, розыгрыш Mi Band 4 и много других подарков. Полные условия всегда в описании к видео. А теперь тезисно и просто о часах, которые я выбрал для одного из членов моей семьи. Начнем. Коробка. С ней у них всегда все хорошо. Отличный такой качественный масс-маркет. Цветастенький. Комплект прост, часы, зарядка, стандартный силиконовый ремешок в комплекте, инструкция на русском языке. И самое главное, здесь QR-код на программу, которую нужно скачать, чтобы вы их соединили с телефоном. И я бы сказал, что если вы ее потеряете, будет большая печаль. Я инструкцию терял, и пока не нашел видео QR-кода, подобрать программу под Lenovo я не смог. Программа для соединения называется DaFit. Сопрягаются с телефоном часы по Bluetooth 4 версии. Да, вы не ослышались, 4. Быстро и просто, без глюков, не как гибридные часики, с которыми я мучился эгегей как долго, пока они прошивки не запилили на гибриды нормальные. Заряжаются часы до 100% за 1,5 часа через USB-шный кабель. Зарядки хватает на неделю. Сразу запоминаем, здесь нет функции Always on Display. Экран активируется либо тапом по сенсору, на который еще нужно попасть, сам экран не сенсорный, либо поворотом запястья. Нет возможности ставить туда программы, закачивать музыку, подключать наушники или подключать нагрудные датчики. Нет возможности отвечать на сообщения, в них нет слота под сим-карту, динамика и микрофона. Есть только вибро. И нет датчика отслеживания пути GPS. А имеется в часах довольно хороший трехосный акселерометр, и это значит, шаги считают они отлично. Для меня было удивлением, что в питерском вибрирующем метро часы не насчитали ни одного лишнего шага во время 2-часовых поездок. Часы неплохо считают пульс, и в программе можно указать, чтобы они это делали перманентно в течение дня. При отдельном же измерении пульса данные часы выводят через секунд 10. Здесь есть 7 функций отслеживания спортивной активности, которую можно отслеживать с часов. Также можно активировать эти функции через программу на телефоне, при этом отслеживание под GPS будет с самого телефона. Понятно, в часах же его нет. При настройке часов через программу примечательно, что сразу нужно указывать длину шага, и от этого отслеживание пройденного расстояния становится приближенным к реальности. В стоке в наличии 3 watch face, которые можно ставить как с телефона, так и с часов. Часы при выборе языка могут полностью стать на русском, сон они отслеживают, выставить оповещение можно от чего угодно, будильника выставлять можно только 3, стандартно можно выставлять напоминания о малой активности, притом указывать в какое время часики бодрить вас не будут, напоминая, что пора пройтись. Вес часиков с ремешком бодрых 56 грамм. Ремешка на выбор при заказе 2, зеленый и черный. Олеофобного покрытия нет. Экран цветной TFT 1,33 дюйма, 2,5D линзы из закаленного стекла. Материал корпуса цинковый сплав металла в идеале должен феерично считать сон, но я в них заснуть так и не смог, неудобно в них для меня спать. Емкость аккумулятора 180 мАч, напоминаю, что неделю они в принципе живут. Работают они как с iOS системами, так и с Android, хоть к iPhone подключаем, хоть к Samsung. Защита от влаги и пыли стандарта IP67, функциональная кнопка всего одна, сенсорная, и я к ней приноровился. Но сказать, что после всего, что я тестировал на рынке, это мне кажется колхозным управлением, это ничего не сказать. Как будто в каменный век меня вернули. Часы можно использовать для управления плеера с телефона и как дистанционную Bluetooth кнопку для селфи. В рекламе указано, что будет возможность устанавливать свои фото на заставку. Пока этой функции в часах нет. Экран имеет 7 уровней градации, я скажу, что яркости хватает на солнце с головой, даже при ярком солнце. Я надеюсь, это фейк, но в описании у них 64 килобайта оперативной памяти и 512 килобайт флеш-памяти. Очень надеюсь, что это опечатка. Размеры 230 на 45 на 12 мм. А еще каждый раз, когда я распаковываю умные часы от Lenovo, исключая гибридов, думаю, что они OEM. И пусть эти часы имеют надпись на металле застежки ремешка о принадлежности к Lenovo и прошивка вроде бы Lenovo, но ощущение OEM меня не покидает никогда. Если наушники ты покупаешь и ты видишь уникальный какой-то продукт и понимаешь,
понимаю, что это Lenovo, то здесь такого нет. Ремешок 20 мм в ширину, съемный, пластик довольно топорный. Для брендового товара просто, я бы сказал, ужасный. Есть маленький индикатор уведомлений над экраном. Резюмирую кратко и тезисами. Цена $43 по ссылке в описании к видео. Большие и тяжелые, без GPS, с печальным ремешком, без нормального сенсорного управления и без функций всегда на дисплее. Смех сквозь слезы. Не рекомендую. На выходных будет стрим-обзор умных часов Stratos 3, и если вам нужно купить подобные Lenovo часы, можете посмотреть на умные часы Amazfit Bip. Вот их я могу рекомендовать. Это рекомендовать не буду. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения с канала, потому что здесь не только плохие девайсы, но и хорошие. Я стараюсь покупать все, что вы мне советуете. Пишем в комментариях, что еще купить, девайсу да или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.